Нам посчастливилось побывать в удивительном месте, где собрано все самое красивое. Величественные горы, лазурные реки, мощные водопады и миллион оттенков зеленого. Здесь говорят по-русски и расплачиваются рублями, но это другое государство. В Абхазии аэропорт не принимает туристов, поэтому мы прилетели в Сочи, чтобы оттуда добраться на наземном транспорте до границы, а затем и до Сухума, столицы страны. До некоторых мест Абхазии добраться не так-то просто, поэтому мы попросили знакомых повозить нас на внедорожнике. Это мини-сити, хотите дисти, ну как не крутите. Это Сухум-Сити, это мини-сити, хотите дисти, ну как не крутите. Это Сухум-Сити, это Сухум-Сити, это Сухум-Сити. По дороге на Рицу очень много интересных мест. Например, романтичные развалины Бзыбского храма X века. Путешествуя по Абхазии, хочется останавливаться буквально на каждом шагу, чтобы насладиться этой красотой. При этом имейте в виду, что за въезд в Рицинский национальный парк вам придется заплатить на КПП экологический сбор. Вот знаменитый мост через реку Бзыбь, магнит для всех туристов. Не меньшим интересом пользуется Голубое озеро. Наверное, потому что в плане цвета фотографии отсюда получается просто огонь. А чем ближе ты подъезжаешь к Юбшарскому каньону, тем виды все более фантастические. И, наконец, Юбшарские ворота. Самое узкое место каньона. Расстояние между скалами здесь всего 20 метров. И как же красиво! И вот мы приближаемся к ней, великолепной Рице. Мы приехали на озеро утром, но буквально через пару часов людей здесь будет столько, что не протолкнешься. Это, наверное, самое популярное место Абхазии. Мы же рекомендуем любоваться Рицей с противоположного берега озера, с территории дачи Сталина.
На обратном пути мы также не могли удержаться от постоянных остановок. Но невозможно устоять перед такими видами. Ну и, конечно, нельзя было пройти мимо еще одной жемчужины этих мест – Гекского водопада. Дорога до него довольно экстремальная, и мы крайне не рекомендуем ехать туда на легковом автомобиле. Местные могут довести вас на внедорожнике за отдельную плату. Ну и завершился этот день ужином в Апатске «Черная речка». Сегодня в Абхазии апатсхами называют заведение с национальной кухней. Блюдо готовится в центре зала на огне. Новому Афону мы решили посвятить весь день. В первую очередь посетили Новоафонскую пещеру, которая считается одной из крупнейших в мире. Интересно, что до самой пещеры туристов возят небольшие подземные поезда. И, кстати, ходить можно только толпой в составе экскурсионной группы. После Абхазии подземной мы устремились вверх, в гору, к Анакапийской крепости. Анакапийская крепость построена где-то в V веке нашей эры, поэтому ей 1500 лет, и это место 100% стоит посетить. Но имейте в виду, что придется идти пешком минут 40 в гору вверх. Можно чуть приехать на машине, оставить ее, потом все равно придется подниматься своими ногами. Но мы с самого низа пошли, поэтому ушли где-то, наверное, час, даже больше, может.
Третья точка, которую можно посетить в Новом Афоне, заброшенная железнодорожная станция Псырцха. Очень интересная локация для фотографий. Но будьте внимательны, ЖД-пути действующие. Однако не так прекрасна станция, как находящийся прямо рядом с ней Псырцхинский заповедник. Это невероятно красивое место, которое оставит массу приятных эмоций. Дорожка приводит к святому месту – гроту Симона Канонита. В следующей серии этого фильма мы покажем вам не менее красивые точки на карте Абхазии, при этом менее исхоженные туристами. Будет интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие места этой замечательной страны любите больше всего вы. До скорой встречи!